Привет, друзья! С вами Нина, и мы начинаем очередной мастер-класс по плетению корзинки из газетных трубочек. У Лилии Улановой, мастерицы по лозоплетению, я увидела мастер-класс по плетению вот такой великолепной ажурной загибки, и мне захотелось повторить ее из газетных трубочек. Это будет своего рода эксперимент, а Лилии Улановой спасибо большое за мастер-класс. Сейчас я вам немножечко расскажу о материалах, из которых я делала трубочки и чем красила. Для изготовления газетных трубочек я использовала полоски. Для плетения у меня будет полоска 7 сантиметров. Такая трубочка получается. Для стоечек основ я использовала полосу шириной 10 сантиметров. И вот получается такая стоечка, она потверже. Накручивала я на спицу 1,2 миллиметра, тонкая спица. Трубочки получаются вот такого светло-соломенного цвета после окраса. Красила я их морилкой водной, цвет клен. Разбавляла морилку в пропорции 1 к 10 с водой, для того, чтобы был такой светлый соломенный цвет. И в конце покрывала смесью лака с водой, для того, чтобы трубочки были пластичные и плетение очень хорошо ложилось. Трубочки основы должны быть хорошо высушены, а трубочки для плетения я положила в файлик концами наружу, для того, чтобы они оставались влажные. 6 трубочек основ у меня также хранятся в пакете, потому что начинать мы плетение будем с цветочка, и 6 трубочек должны быть влажные. Для ажурной загибки я использую трубочки со вставленной внутрь леской. Леска вставляется в трубочку до того, как мы начнем трубочку красить и покрывать лаком. Леска должна быть чуть тоньше, чем спица, или в размер со спицей. Вот если у меня спица 1,2 мм, то леска у меня 1 мм. Или я могу взять 1,2. У меня рыболовная леска вот такая. Можно взять любую. Леска очень легко вставляется в трубочку. Сейчас покажу, как это делается. Вот таким вот образом. Вставляем и чуть-чуть оставьте по 5 миллиметров с обоих сторон. Все, вот таким образом у меня подготовлены трубочки для ажурной загибки. Леску мы вставляем для того, чтобы, когда вы делаете загибку, не было заломов, потому что леска заполняет трубочку внутри, то есть она становится не полая. И когда мы будем делать ажур, то трубочка будет выглядеть гораздо ровнее и смотреться загибка будет лучше. Более подробно о том, как накрутить трубочки, покрасить их морилкой, сделать пластичными, я рассказываю в своих небольших видео. Я оставлю ссылочки в описании, переходите, учитесь это делать. Также перед тем, как красить трубочки и начинать плетение, нужно произвести замеры с формой, чтобы понять, сколько нам нужно использовать стоечек, сколько нужно красить трубочек с леской для загибки. Эти расчеты могут быть приблизительные, особенно количество трубочек для плетения, потому что мы не всегда знаем, сколько нам понадобится. Когда я уже сплету, в описании под видео я оставлю то количество, которое у меня ушло на работу, чтобы вы знали. Вот размеры моей формы. Она у меня не симметричная, от основания расширяется кверху, и примерно с середины формы будет ажурная загибка. Поэтому основные показатели, которые мне нужны, это длина окружности у основания, это 38 сантиметров, и вот здесь в середине это 60 сантиметров. У основания расстояние между стоечками у меня должно быть приблизительно 2 сантиметра. Стоечки у меня будут сдвоенные, таким вот образом. Вот. И
Кверху, когда они будут расширяться, уже к середине формы, они должны быть где-то примерно 3 сантиметра. Вот в этом месте. Потому что ажурная загибка, она будет делаться 3 стоечками. Вот эти трубочки основы, они будут меняться на трубочки с леской. Поэтому здесь расстояние должно быть примерно 3 сантиметра. Может быть, даже чуть больше. Поэтому сейчас, исходя из этих размеров, я буду рассчитывать. Начинать плетение я буду вот таким способом. То есть у меня будет в центре цветочек. Это получается 6 трубочек основ сдвоенных. Всего 12 трубочек. Но я их буду считать за 6, потому что сразу буду оплетать по 2. А мне нужно выйти, чтобы у меня было 18 сдвоенных. То есть я еще буду добавлять в процессе плетения вот так вот 2 и 2. Итого у меня получится 18 сдвоенных. Это 36 трубочек основ. Вот получается 36. И 6 это будет начало цветочка. То есть я их отдельно считаю. 36 плюс 6. Всего у меня получается 42 трубочки основы. Вот давайте еще проверим. Вот смотрите, у нас было у основания 38, а в серединке 60. Вот теперь, когда мы знаем, что у нас будет 18 трубочек сдвоенных, то можем посчитать. 38 делим на 18, получается 2,1 сантиметр. Это вот здесь вот будет расстояние между стойками. И теперь берем размер 60. То есть 60 делим на 18 стоечек. Итого получается 3,3 сантиметра. Это будет вот здесь расстояние между стоечками почти 3,5 сантиметра. Как раз эти размеры нас устраивают. Ну и трубочек с леской для загибки у нас будет 54 штуки. То есть 18, если бы это были одинарные. Но у нас они будут по 3 штуки. Поэтому 18 умножаем на 3. Получается 54 штуки. Все расчеты с формой завершены. И теперь мы можем приступить к плетению корзинки. Начинать плетение мы будем вот с такого цветочка. Эту схему предложила Нина Голенищева. Спасибо ей большое. Мне кажется, очень понятно и все доходчиво здесь показано. Начинаем с 3 трубочек и в дальнейшем добавляем еще 3. И в конце затягиваем все трубочки и получается цветочек. Сейчас будем пробовать. Хочу обратить ваше внимание, что стоечки основы также я покрываю смесью лака с водой. Но после этого очень хорошо их высушиваю. Для чего я покрываю их такой смесью? Она очень хорошо склеивает скрутку, то есть ее не видно, трубочка получается однородная. И сейчас, когда нам нужно будет вот эти 6 трубочек для того, чтобы делать цветочек, то очень хорошо они будут гнуться. То есть нам нужно будет взять вот так вот в серединке, согнуть все 6, поправить вот здесь вот ровненько. И когда мы это делаем, то вот здесь на сгибе трубочка не будет заламываться и будет хорошо ложиться. Теперь трубочки нужно немножечко приплюснуть. Все, и теперь начинаем соединять. Трубочку складываем, вот так держим. Вторую накладываем поверх нее, сразу же так вот прижимаем. Трубочки должны быть все время друг на друге, вот таким образом. Следим за этим.
Так, вторую поправляем. И теперь берем третью. Она у нас идет поверх второй и заходит внутрь первой. Вот сюда. Формируем треугольничек. В этих местах прижимаем сразу. Вот первый треугольничек готов. И теперь внутри первого треугольничка формируем второй. Накладываем ее на вот эту трубочку сверху и заводим внутрь вот этой. Здесь хвостик оставляем, потому что сюда у нас будет заправляться последние трубочки. Так, теперь так вот переворачиваем. Следующий этап: берем вторую трубочку. На следующем этапе мы уже заводим трубочку на ту, которую мы сейчас проводили вниз. Теперь мы заводим на нее сверху, также сверху на вторую и заправляем опять же вот за эту трубочку внутрь. Вот начинает формироваться второй треугольничек. И теперь вот так переворачиваем. Нам остается последнюю вот сюда провести. И здесь уже мы накладываем на эту, на вторую и проводим внутрь под третьей и под четвертой. Смотрите внимательно. На первую, на вторую, под третью и сразу же под четвертую. Здесь на последнем этапе будьте очень внимательны. Вот сразу же поправляем и смотрим, чтобы два треугольничка у нас сформировалось. Тогда будет понятно. Вот, когда вы два треугольничка сформировали, то сейчас нужно будет проверить на всякий случай, чтобы исключить ошибку перед тем, как цветочек затягивать. То есть у нас две идут поверх трубочек, а две внутри. Все трубочки у нас лежат правильно, и теперь потихонечку начинаем стягивать внутрь. Здесь вот, когда уже подошли к серединке поближе, также их все поправляем, чтобы они все были на одинаковом расстоянии. И теперь уже начинаем стягивать. Стягиваем так, чтобы в серединке не осталось просвета. И в конце здесь уже очень тяжело затянуть, поэтому вот так вот уже делаем со всей силы. Все, цветочек я выровняла. Его еще нужно вот так приплюснуть сверху, чтобы он был более плоским.
Также обязательно с обратной стороны тоже поправьте и сделайте его ровненьким. Цветочек получился замечательный и послужит прекрасным началом плетения донышка. Начинаем плести корзинку. Я подготовила трубочки, также клей ПВА. У меня Момент Столяр Супер ПВА. Это влагостойкий клей, очень хорошо склеивает две трубочки между собой и очень хорошо его использовать в работе. Я его очень советую вам. Трубочки я обрезала под углом 90 градусов. Вот они у меня такие ровные, потому что вот трубочка имеет вот здесь такой хвостик, и он может не очень хорошо смотреться в плетении, поэтому я делаю ее ровной. И таким вот образом немножечко расширяю, чтобы удобно было скреплять две трубочки между собой. Начинаем плести с одной трубочки, затем уже покажу, как можно трубочку нарастить. Вот так вот ее посерединке сгибаем. Здесь нужно приплюснуть. Начинаем с любого места. Первую трубочку, которую будем огибать, ее нужно чем-то обозначить, чтобы нам понимать, сколько мы проплели рядов. Так вот огибаем. И начинаем плести плетением, которое называется прямая веревочка. Плетется так. Задняя трубочка заводится поверх двух следующих, а передняя трубочка уходит назад. То есть эта трубочка накладывается поверх второй. Плести нужно сразу достаточно плотно и прижимать к серединке. Теперь повторяем. Задняя трубочка идет вперед, а передняя трубочка накладывается поверх нее и уходит назад. Сразу как бы чуть-чуть натягиваем. И так продолжаем дальше. Трубочки укладываем здесь вот ровненько, вот так их поправляем сразу. Когда трубочка заканчивается, вот мы видим, что следующий виток у нас уже не получится, потому что соединение будет вот в этом месте, а так как в трубочке вот эта скрутка, она бывает достаточно грубая и плохо смотрится в плетении, ее нужно обязательно срезать. Поэтому нам нужно, чтобы соединение трубочек попало вот в том месте, где они пересекаются. Это вот здесь. Теперь делаем таким образом. Так вот нужно приплюснуть. И вот так ноготочком сделать так, чтобы она здесь была в этом месте узенькая, чтобы на нее оделась другая трубочка. Капаем клей. И одеваем следующую трубочку. Как бы слегка вот так ее закручивая. Все, здесь нужно прижать немножечко, чтобы клей схватился, несколько секунд. И теперь продолжаем дальше. Сюда. Вот место соединения. И следующая трубочка, оно прикрывается. Получается, что ни с лицевой стороны, ни с изнаночной соединение будет незаметно. Трубочку, с которой мы начинали, ее вот так максимально близко к серединке прижмите, чтобы она здесь не выделялась. И так продолжаем дальше. Вторую будем наращивать аналогично.
Я проплела 2 ряда. Чтобы серединка получилась очень плотной, без просветов, нужно плести очень туго. То есть каждый рядочек натягиваем и поправляем вот так вот рукой, выравниваем. Также нужно стараться соблюдать расстояние между стоечками. То есть вот здесь оно должно быть одинаковое. И после 5-го ряда мы будем наращивать стоечки, будем добавлять справа и слева от наших стоечек еще по одной. Здесь расширяем пространство, берем маленькие ножницы. Стоечку обрезаем где-то на расстоянии 3 миллиметров, потому что здесь она очень мягкая. Вот, заминаем ее, капаем клей и вставляем возле стоечек. Вставляем на всю глубину, насколько возможно. И точно так же с левой стороны. И после этого здесь сверху прижимаем. Все. И так аналогично наращиваем все стоечки. Все стоечки приклеены. И теперь мы оплетаем по 4 штуки. И таким образом по 4 стоечки оплетаем 3 или 4 ряда. Ну вот я проплела 3 ряда. Всего у меня получается 8 рядов. И теперь я буду добавлять еще 2 трубочки вот здесь с двух сторон. У меня уже достаточно расстояния по краям. Точно так же буду расширять. Вот. И у меня уже получится, когда я добавлю, 36 трубочек. То есть, если помните, у нас в начале было 12, это 6 двойных. Потом мы еще добавляли по 2, и сейчас будет еще по 2. И нам нужно выйти на 36, как раз у нас получится. И затем мы проплетем один ряд, когда добавим, и уже будем по 2 разделять. Вот так теперь выглядят наши стоечки и донышко. Когда оплетаете сразу несколько стоечек, получается вот здесь очень длинная трубочка. Вот. И для того, чтобы она смотрелась ровно, нужно следить за тем, чтобы они шли параллельно друг другу, во-первых, сразу же укладывать, вот так поправлять. Еще следите за тем, чтобы вот здесь пересечение, оно попадало в серединку. И обязательно прижимайте, потому что на пересечении может выступать и смотреться не круглым. И вот так вот выглядит у нас изнаночная сторона. Посмотрите, здесь тоже практически ничем не отличается от лицевой. Все соединения трубочек попали
в пересечение двух трубочек, вот в эти места. Так что вот и изнанка выглядит очень хорошо. Все, и теперь проплетаем еще один ряд для того, чтобы закрепить приклеенные стоечки. И теперь измеряю донышко по чаше основе. Получается, что где-то еще 4 ряда нам нужно будет проплести до того момента, когда мы будем загибать стоечки на стенке. Вот сейчас мы дошли до того момента, где у нас вот отмеченная трубочка была. И отсюда будем вот таким образом разделять по 2 и оплетать. Особенно будьте внимательны вот в этих местах. Здесь нужно будет трубочки вот таким образом скрестить. И здесь, чтобы расстояние было минимальное, потому что на первом ряду нам не удастся выровнять расстояние между стоечками. Уже на втором, на третьем будем равнять. Все, этот ряд я закончила. Обязательно прижимайте плетение к донышку, вот так, и выравнивайте его. То есть постарайтесь сделать этот ряд максимально ровным. Вот. Ну, а проплетая уже еще 2 или 3 ряда, я буду выравнивать вот здесь вот расстояние между стоечками, и дальше уже ряды будут смотреться гораздо ровнее. Так что плетем дальше до края донышка. Вот я доплела 4-й ряд. Имейте в виду, что вот резиночку нужно сейчас переместить вот сюда, на первую, потому что мы добавляли стоечки, здесь уже начнется 5-й ряд. А у нас тем временем донышко должно полностью совпасть с нашей основой. Сейчас будем примерять. Полностью совпадает. Вот такое красивое круглое донышко у нас получилось. Очень здорово смотрится цветочек в центре, затем идет узор. И по краю мы уже оплетали по 2 трубочки. И на следующем этапе мы уже будем загибать вот так вот стоечки. То есть в самом начале где-то на 45 градусов. То есть сначала будем плести первый ряд без основы, а в дальнейшем уже будем ставить чашу основу и ее оплетать. Теперь на этом этапе еще раз хорошо поправьте вот эти последние ряды, все выровняйте. Также нужно прижать к серединке, пройтись.
Когда я проплела первый ряд после поднятия стоечек, то сейчас я прямо по форме основе, пока трубочки влажные, вот так вот формирую, чтобы здесь вот переход был незаметен. И стоечки вот так вот уже тоже поднимаю вверх. Сейчас, возможно, даже я стоечки стяну вот здесь. И на какое-то время оставлю, чтобы сформировалось плетение по основе. Ну вот, спустя какое-то время плетение подсохло, стоечки загнулись по форме. Я их, кстати, обрезала, они мне длинные не нужны. И сейчас мне нужно будет нарастить вот эти стоечки, они короткие здесь. То есть я сейчас буду вровень с плетением их обрезать и наращивать, подставляя сюда две. Вот. И плести я уже буду в дальнейшем таким образом. То есть здесь у меня уже будет меняться плетение на веревочку из 3 трубочек. Это более объемный вариант веревочки, поэтому я сейчас здесь закрою плетение. Буду вот эти трубочки прятать. Вот у меня выходит последняя за отмеченной, предпоследняя выходит вот здесь. Я их сейчас вот так обрежу и в плетение заправлю. И уже плести буду слева направо, вот с этой стороны. Короткие стоечки обрезаем вровень с плетением. Расширяем пространство вот здесь изнутри. Трубочки, которые обрезали, нужно вот так максимально приплюснуть, чтобы они были здесь плоские. И трубочки, которые будем вставлять, их тоже надо сделать плоскими. Капаем клей и 2 трубочки вставляем. Прижимаем и даем клею просохнуть какое-то время. И так аналогично наращиваем все остальные тоже. Все стоечки я нарастила. И теперь будем подклеивать 3 трубочки за 3 парами стоечек. Вот та трубочка, с которой мы раньше начинали, вот она у нас отмечена. Я ее перенесу вот сюда левее, потому что здесь мы закрывали ряд. Здесь начинать не принципиально откуда, можно с любого места. Отклеиваем с обратной стороны. Ставим форму основу. И сейчас будем плести веревочку из 3 трубочек. Кстати, эта веревочка позволит нам прикрыть обрезанные стоечки, так как я, как уже говорила ранее, она имеет более объемный вариант, чем обычная прямая веревочка. Плетется таким образом: левая трубочка накладывается поверх 2, таким образом, и заводится за 3, за свободную. Чуть-чуть ее делаем здесь посвободнее в самом начале. И так продолжаем дальше. Левая поверх 2 и за свободные стоечки. Стараемся выдерживать одинаковое расстояние между стоечками.
Когда трубочка заканчивается, обрезаем ее примерно на расстоянии 7 миллиметров. Имеем в виду, что соединение должно прикрыться следующими стоечками. Доходим до отмеченной стоечки. Убираем теперь форму, потому что нам нужно будет теперь трубочки заправить внутрь и там подклеить. Здесь укладываем по рисунку и все поправляем. И внутри также по рисунку будем подклеивать. Этот ряд я закончила. Все, теперь здесь обрезанные стоечки не видны. Все прикрылось. Еще хочу сказать, что веревочка из 3 трубочек часто служит переходом между разными узорами. Вот здесь у нас прямая веревочка была. Сейчас мы будем плести ситцевым плетением. И веревочка из 3 трубочек является разделительной полосой между ними. Трубочки, с которых мы будем начинать ряд, я выбрала опять другие. Потому что, когда мы закрывали ряд, мы здесь подклеивали. Когда я буду подклеивать трубочки для ситцевого плетения, то я их буду заправлять сюда в тройную веревочку. Таким образом. Если вы помните, у нас четное количество стоечек двойных. Сейчас для того, чтобы плести на четном количестве стоечек, мы перед отмеченной приклеим еще 2 трубочки. Вот. И будем плести вдогонку. То есть первый ряд пройдем по кругу, оставим трубочки и будем плести 2 трубочками следующими. И тогда у нас получится чередование. И узор будет красиво смотреться таким образом. Очень важно, чтобы внутри приклеенные трубочки смотрелись хорошо, потому что это будет серединка корзинки, ее будет очень видно. Заправьте вот так вот обе внутрь и хорошо очень поправьте здесь. Ставим форму основу и будем плотно ее оплетать. Обязательно следим за стоечками. Они должны быть параллельно друг другу. Левую пару трубочек оставляем, как я и говорила ранее, и плетем с правой. Плетение достаточно простое. То есть у нас вот за эту трубочку уже как бы заведено. Теперь накладываем на соседнюю поверх нее и заводим за следующую. Прижимаем к веревочке, к нижней, так вот. И так продолжаем дальше. На следующую и за вторую. Сразу же хорошо поправляем 2 трубочки, вот так вот их укладываем, чтобы они ровненько здесь лежали. Для того, чтобы трубочки, которые мы оставили, не высыхали, оставались влажные, одеваем трубочки от коктейлей. Когда трубочки заканчиваются, их нужно нарастить. Нужно сделать так, чтобы соединение трубочек попало левее вот сюда. Потому что когда у нас будут идти следующие трубочки, то здесь соединение прикроется. То есть вот пойдут следующие, и будет вот так это выглядеть.
Поэтому если соединение попадет вот сюда, чуть левее, то здесь будет его незаметно. Доходим до конца, и теперь оставляем эти трубочки и начинаем плести второй парой трубочек. Эти оставляем. Делаем точно так же. Накладываем на 2, заводим за те, на которые мы в прошлый раз накладывали трубочки. И та, за которую мы заводили, теперь эта пара трубочек идет поверх нее. Такое чередование дает очень красивый узор. Трубочки друг к другу очень сильно прижимать не нужно, так, чтобы только не было вот здесь просвета. Тогда будут видны стоечки, и узор будет очень хорошо смотреться. Ну и так продолжаем дальше. Доходим до конца второго ряда и до той пары трубочек, которые мы оставляли. И теперь нам нужно первый ряд довести до отмеченной. То есть заводим его за отмеченную. Вот так, собственно, как мы и начинали. А вот этот ряд второй, его делаем еще один виток и оставляем также. То есть нам все время нужно эти два ряда доводить до отмеченной трубочки. И также мы начинаем теперь третий ряд. То есть третий ряд уже опять пойдет вот с отмеченной, а эту мы опять оставляем. Вот чтобы вам не запутаться и считать количество рядов, вы должны так делать. Ну вот теперь, я думаю, смысл ситцевого плетения вдогонку вам понятен. Поэтому третий ряд мы уже делаем аналогично тому, что мы делали первый. Таким же образом проплетаем по кругу, доходим до конца и четвертый ряд плетем вот этими трубочками оставленными. И так плетем до середины. Заканчиваем третий ряд и переходим на четвертый. Сразу же вот здесь я довожу до отмеченной, чтобы следующий ряд у меня начинался за нее. Еще хотела вам сразу показать место перехода. Вот посмотрите, здесь мы подклеивали, вот и вот эти две трубочки. Здесь вот так вот все выравниваем. И практически то, где мы подклеивали две трубочки, здесь незаметно. Я проплела 7 рядов, это 8-й. Вот уже четко сформировался рисунок. И на двойных стоечках двумя трубочками ситцевое плетение выглядит очень хорошо. Расстояние между стоечками увеличилось уже к тому моменту, как форма расширяется. И сейчас будьте внимательны, когда наращиваем стоечки,
Вот сейчас я покажу. Нужно, чтобы соединение попадало вот в то место, где трубочки у нас пересекаются. Чтобы вот этот обрезанный острый кончик, он был где-то вот возле стоечки следующей. Потому что когда мы оденем следующую трубочку сверху, вот соединение как раз попадет вот сюда. Вот видите, соединение как раз попадает вот в то место, где трубочки будут пересекаться. Я доплетаю до конца 9-го ряда и посчитала, что мне высоты будет вполне достаточно. То есть вот такая высота у меня получается, потому что сейчас еще будет веревочка из 3 трубочек и ажур будет высокий, поэтому решила высокой корзинку не делать. Заканчиваем так же, как и начинали. Пара трубочек выходит из-за отмеченной и пара трубок из-за соседней. Сейчас я здесь подклею. Здесь буду заправлять вот сюда в плетение. Корзинки, ну, с таким конусом внутри, получается, будет более заметно, поэтому, когда будете плести внутреннюю часть, обязательно сделайте ее хорошо. Главное, следите, чтобы здесь особо незаметно было соединение трубочек. А так ситец вместе с донышком смотрится просто превосходно. Перед тем, как оплетать веревочку из 3 трубочек, я должна буду поменять вот эти стоечки на трубочки с леской. Сейчас я буду обрезать вот эти стоечки и по 3 трубочки подклеивать. Обрезать будем вровень вот с этой трубочкой, вот с последней, здесь и здесь, и потом будем заправлять. Заправлять буду трубочки изнутри. Здесь вот расширяем. И здесь тоже. То есть с той стороны от стоечек. Хорошо поправляем, делаем, чтобы они были рядом друг с другом. Трубочки у нас с леской и достаточно тяжелые. И еще и по 3, то есть немножечко вниз их продвиньте. Ну, у нас такое здесь плетение, что особо стоечки здесь незаметно. Для того, чтобы они хорошо держались, можно прищепками так еще прижать, на какое-то время оставить. И для того, чтобы трубочки не высыхали, оставались влажные, уберите их в пакет, завяжите и так оставьте до начала плетения. И так аналогично наращиваем все остальные. Все стоечки приклеены. И теперь будем плести аналогичным способом веревочку, вот как мы здесь плели. Я доплела до конца ряда и решила проплести еще 1 или 2 ряда такой же веревочкой из 3 трубочек.
потому что у меня сюда будет заправляться вот эти стоечки с леской. И мне лучше будет, если кончики будут прятаться за 2 или за 3 даже. Поэтому продолжаем дальше. При переходе с одного ряда на другой, здесь вот плетем не левой трубочкой, а с правой трубочки переход начинаем делать. То есть также заводим правую трубочку за 2. Сразу вот тут ее укладываем по рисунку. И за 3 и выводим вот сюда вперед. Вот, теперь берем вторую, также на 2 и за 3 точно так же вперед. И эта трубочка идет вот сюда. То есть вот так вот мы сделали переход. И теперь этими трубочками будем продолжать плести еще 1 ряд или 2 ряда. Сейчас я посмотрю. Такой же веревочкой. Я проплела 2 ряд и все же решила проплести еще 3 ряд таким же плетением. Первые 3 трубочки я отметила резиночкой, также для того, чтобы мне понимать, где ряды заканчиваются. И точно так же делаем переход, как и делали во 2 ряду. То есть начинаем с первой. Во 2 ряду по рисунку все укладываем здесь и поправляем. Также плетение прижимаем друг к другу. Я доплела 3 ряд. Кстати, имейте в виду, что лучше плести по форме, чтобы плетение прилегало и смотрелось лучше. Но я плела без формы, просто плела достаточно туго. Поэтому у меня вот я сейчас поставила, и у меня получается четко вот по форме. Теперь нам нужно заправить трубочки. Подклеивать мы их не будем изнутри, так как мы делали вот здесь, потому что нам еще нужно будет заправлять загибку вот в плетение. Поэтому сейчас просто трубочки заправляем первым шагом. Заправляем внутрь. Прижимаем, чтобы здесь переход был незаметен. И вторым этапом эти трубочки будем продевать сюда в плетение и выводить наружу. Потом здесь их обрежем. Вот теперь смотрим изнутри, как лежит рисунок. То есть изнутри, когда будем заправлять, надо смотреть, чтобы рисунок здесь совпал. И вот мы заправляем под 2. Вот сюда. Подтягиваем здесь трубочку. Так, теперь смотрим вторую. То есть также ориентируемся на рисунок. И последняя. Вот с внутренней стороны здесь закрытие ряда смотрится хорошо. Снаружи эти трубочки нужно будет обрезать покороче и подклеить. Но это мы сделаем после того, как сделаем загибку и заправим ее в плетение. Ну вот, теперь мы можем приступить к плетению ажурной загибки. Трубочки у меня подсохли.
пока я плела вот веревочку из 3 трубочек, я для того, чтобы сделать их опять влажными, налила горячей воды прямо из-под крана и убрала вот так вот в пакеты на какое-то время, на полчаса примерно. И они опять стали влажными. Вот сейчас я сняла первые вот 4, тут 5 штук, для того, чтобы начать плести. Остальные остаются в пакетах, чтобы не пересыхали. Плести будем слева направо. То есть суть такой загибки состоит в том, что мы заводим левые 3 трубочки, заводим поверх 2 и за 3. И теперь в промежутке между 3 и 4 эти трубочки будут заходить за тройные. Здесь расширяем пространство. Начинаем заправлять с левой. Теперь берем вторую. И последняя. Так получается. Сразу здесь поправляем ровненько ее. То есть трубочки у нас будут на разной высоте. Одна трубочка будет пониже, другая повыше, и третья еще повыше. Так продолжаем дальше. То есть берем левую, заводим перед 2 стоечками и за 3. Так. И затем трубочку вот сюда. Для того, чтобы лучше их было заводить, можно вот здесь обрезать вот эти кончики под острым углом. Сразу же поправляем, выравниваем. Выровнять по высоте их можно немножко позднее. Можно сначала вот по 3 трубочки завести. Это как вам удобно. Вот так получается. Посмотрите, пока предварительно, еще буду сейчас выравнивать. Вот так смотрится изнутри. Вот посмотрите, тоже уже вырисовывается красивый ажур. Самое главное, когда делаете ажур, здесь вот уже поправляйте трубочки, немножко формируйте, потому что они очень быстро высыхают, а потом по высоте уже будем равнять немножечко погодя. Я так примерно высоту прикидываю. Ну вот, подходим к концу плетения. Остается нам 4 тройные стоечки заправить только. Хотела вам сказать, что вот мы здесь оставляли незаправленные трубочки, ну, изнутри, когда их вот сюда выводили. Вот. Так вот, хотела вам предложить заправить их сюда же. Вот, получается, я уже первую сюда заправила. Вот к этим трубочкам, а потом просто ее обрежем и все. Вот точно так же у меня идет вторая. И остается 3. Она пойдет вот сюда, к вот этим 3 стоечкам.
Вот так получается, здесь они наименее заметные. Ну, а мы тем временем продолжаем дальше. И сейчас будем заправлять уже последние вот сюда трубочки. Вот остается 3. Теперь, значит, берем левую, заводим на 2 и уже идет вот за эту. Так, теперь предпоследняя. Значит, она у нас будет заходить на эту и за третью. Так что заводим по одной. Будьте внимательны. Сюда, теперь сюда и за вот эту, вот сюда. И заправляем. И теперь вслед за ней остальные. Но из последней будьте особенно внимательны. То есть мы заводим на 2 соседние. Вот они у нас. Соответственно, вот на них сверху будет. И за третью. И вот здесь вот у нас последнее свободное место осталось, куда мы будем заводить стоечки. Все, последняя готова. Теперь основная задача — это пройти и хорошо все поправить. Вот. Каким делать ажур, это уже может быть на ваше усмотрение. Можно его просто оставить вот 3 вместе. Можно вот так вот подтянуть, как я, чуть-чуть одну опустить ниже. То есть как вам больше нравится, так и оставьте. Так как это верх корзинки, то очень много зависит от красоты изделия, насколько вы сделаете ровным верх. Можно выровнять на глаз высоту ажура, а можно пройти и померить линеечкой. Также корзинку нужно выровнять, чтобы она была круглая. То есть пока мы плели, она немножечко сжалась. И сейчас, после того, как я выровняю все, мы обрежем вот эти вот стоечки и здесь капнем клеем. Все, я выровняла загибку, и вот теперь она смотрится очень хорошо, все ровненько. И теперь остается только убрать вот эти хвостики. Я воспользуюсь кусачками. Здесь нужно будет убрать максимально близко к плетению. В общем, сделать это не так легко, потому что трубочки с леской, так что буду использовать и кусачки, и ножницы.
Самое главное, когда уберете вот эти все хвостики, нужно будет обязательно здесь прокапать клеем, чтобы трубочки зафиксировались и не выскочили. Прокапайте все и оставьте, чтобы клей подсох. Я обрезала все стоечки. Вот так у нас получается. Загибка смотрится прекрасно. Сейчас немножечко клей подсох. И вот так вот смотрятся обрезанные стоечки. И сейчас вот эти обрезанные стоечки я покрою морилкой, ну той же морилкой разбавленной, которой мы и красили трубочки, для того, чтобы они были здесь менее заметны. И теперь для того, чтобы загибка обрела прочность, да и сама корзинка тоже, нам нужно будет покрыть ее грунтовкой. Грунтовка будет состоять из смеси лака с водой в пропорции 1 к 1. Такой раствор получается. Так как мы уже покрывали трубочки смесью лака с водой, она у нас вот сейчас прошло какое-то время, может быть сутки у меня с того момента, она уже обрела прочность, она не гнется, жесткая. И сейчас, когда мы покроем грунтовкой, то она будет достаточно прочная, загибка не будет гнуться, корзинка тоже, ее можно будет мыть под краном, ее можно будет протирать влажной тряпочкой. После того, как вы покроете грунтовкой, нужно будет корзинку поправить, выровнять, потому что когда грунтовка просохнет, уже поправить изделие не удастся. Оно будет очень хорошо зафиксировано. Так покрываем всю корзинку и оставляем просохнуть примерно на 12 часов или даже на сутки. Вот так выглядит корзинка спустя 10 минут после того, как я нанесла грунтовку. Благодаря тому, что я дула феном и растирала кисточкой, то есть нужно взять жесткую кисть с длинным ворсом и вот так вот дуть феном и очень хорошо растирать везде, особенно в ажуре. Я вам очень рекомендую такой способ сразу после нанесения грунтовки подсушивать феном, потому что лак, он останется в загибке или в корзинке, и затем будет смотреться нехорошо. А так вы сразу растираете, и такая кисть позволяет глубоко проникать в ажурное плетение, и лак не остается. И пока корзина еще остается влажная, вот она, видите, как гнется, нужно ее обязательно поправить, то есть сделать верх корзины круглым и ровным. Можно поставить форму основу, вот, но она уже полностью не входит. Я подложила крышечки вот на дно немножечко, повыше будет. И вот так вот ставлю, аккуратненько выравниваю. И на какое-то время оставляю просушиться с формой. Тогда верх корзинки будет идеально ровным. Грунтовка просохла, корзинка обрела прочность. И последний этап, это нужно будет покрыть ее лаком. Много лака наносить не нужно. Покрываем буквально верхний слой, для того, чтобы корзинка обрела красоту, лучше смотрелась. То есть это уже финальное покрытие получается, чисто декоративное. Так что вот так вот наносим и хорошо-хорошо лак растираем.
Вот я хорошо растерла лак, видите, нигде лак не остался. И так изделие будет смотреться гораздо лучше. Хотела сказать, что для покрытия вот таких изделий, которые очень похожи на натуральную лозу, нужно использовать матовый лак. Потому что когда оно выглядит не очень блестящим, оно смотрится гораздо лучше. Лучше даже лак чуть-чуть разбавить с водой, чтобы он был более жидкий. Все. И теперь оставляем корзинку просохнуть в течение суток. После этого ее можно будет использовать. Моя корзинка готова. Вот такая красивая, очаровательная, нежная она получилась. Очень красивое получилось донышко. Цветочек в серединке очень украшает его. Прекрасное ситцевое плетение из 2 трубочек. Ну и, конечно, загибка ажурная. Все получилось очень хорошо. Загибка смотрится прекрасно и очень украшает верх корзинки. Я своей работой довольна. Надеюсь, ваша корзинка получилась такой же прекрасной, нежной, замечательной. Хотела всех поблагодарить, кто плел вместе со мной. Также огромная благодарность за то, что оставляете комментарии, пишете столько прекрасных слов в адрес моих работ и мастер-классов. Желаю, чтобы все ваши изделия получались красивыми, ровными, интересными, чтобы вы радовали себя, близких. Если вам понравился мой мастер-класс, то, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь этим видео в соцсетях. Я желаю вам всего самого-самого наилучшего.